Добрый вечер, уважаемые коллеги, друзья. Как всегда, в воскресенье, как всегда, проект Forex Times. Я Дэн Стрелков, но это вы уже прекрасно знаете. И уже традиционно, в который уже раз приглашаю вас в комьюнити Forex Times. И вы, если войдете в него, никогда не пожалеете. В комьюнити Forex Times вы найдете как торговые рекомендации, так и волновые прогнозы по данным волновой теории Ральфа Эллиотта, ежедневные утренние прогнозы по данным Чикагской товарной биржи и комиссии по торговле товарными фьючерсами, а также чат и обучение. Приходите, друзья, вы никогда об этом не пожалеете. А сегодня уже традиционно будет три торговых инструмента. Это евро, золото и такой торговый инструмент, как фунт против канадского доллара. По данному торговому инструменту мы в комьюнити уже находимся в продажах и будем входить в продажи еще раз. Я вам покажу большую глобальную идею и идею на ближайшую торговую неделю. Надеюсь, вы это запомните, запишите себе куда-нибудь, и по данному торговому инструменту вы в течение года получите очень хорошую прибыль. Будем на это надеяться. Ну что ж, поехали, друзья. Евро-доллар глобально, вы прекрасно помните, у нас был треугольник, который был отработан, собственно, вверх в виде импульса, а треугольник, вы знаете, это предпоследняя волна. И, собственно, после импульса началась либо коррекция, либо уже начало очень большого снижения. Для нас на данный момент это не важно по той простой причине, что мы с вами целимся в направлении огромного скопления на 4 миллиарда долларов опционных контрактов в пут. Тем более вы видите, что профессионалы переписали свои ожидания вниз, а именно максимальный открытый интерес по месячным опционным контрактам Call и по месячным опционным контрактам Put были переписаны вниз, поэтому ожидаем продолжения снижения данного торгового инструмента. И как же мы его ожидаем? Дело в том, что если я здесь изображу пятиволновую структуру и скажу, что это импульс волны 1, у вас возникнет очень хороший вопрос, который возник у меня сразу же, когда я увидел потенциальную пятую волну в этом снижении и задался вопросом, а как мне здесь найти импульс в этом зигзаге, найти импульс. А нам нужен импульс по той простой причине, что пятиволновая структура нисходящая – это три импульса и две коррекции. Так вот, пятая волна должна быть импульсом, она здесь зигзаг. Это проблема. Но дело в том, что мы с вами прекрасно знаем, что у евро есть такой торговый инструмент зеркальный, который называется индекс американского доллара. Я сейчас его открывать не буду, но можете поверить мне на слово и проверить у себя на графиках. Если вы посмотрите индекс американского доллара, там будет прекрасная пятиволновая структура. И именно в пятой волне будет раз, два, три, четыре, пять. Красивая пятиволновая структура младшего порядка. Поэтому я считаю, что раз у нас по индексу американского доллара очень красивый восходящий импульс, значит будем с вами считать, что здесь у нас тоже нисходящий красивый импульс, только пятая волна какая-то уж больно странная. Но, собственно, давайте от этого и отталкиваться, что мы получили нисходящий импульс волны номер один, теперь нам нужна коррекция. Я предполагаю, что коррекция еще не закончилась, и мы с вами увидим либо небольшое снижение, а потом рост, либо сразу же сейчас будет рост. И рост куда? В направлении уровня убытка маркетмейкера, верхней границы диапазона прибыли маркетмейкера, плюс здесь же находятся опционные контракты Call на сумму 112 миллионов долларов. И как только цена достигнет данного уровня, то будем считать, что коррекция, собственно, закончена. И будем уже рассматривать от волны 2 продажи, большие-большие продажи в направлении, как я уже сказал, этого крупного скопления опционных контрактов Put, месячных опционных контрактов Put. Там сумма более
4 миллиардов долларов. Что же делать вам на ближайшую торговую неделю? Я в комьюнити, разумеется, торговый сигнал на покупку давать не буду, по той простой причине, что мы в данный момент торгуем коррекцию. А коррекция может закончиться в любой момент, как только обновит данный максимум, который я только что изобразил на графике. Как только он будет обновлен, коррекция уже может закончиться, развернуться, резко улететь вниз на импульсе. Вот на таком вы его не поймаете никак. Но, в принципе, подозреваю, что коррекция все-таки усложнится и дойдет до уровня, а это у нас уровень 1.2200. И уже от этого уровня будем плясать в нисходящем направлении. В комьюнити именно такой торговый сигнал я и буду писать. Но если у вас очень сильно чешутся ручки, вы можете попробовать взять эти 140 пунктов. Но это только в том случае, если очень сильно чешутся ручки. Золото, друзья, по золоту, как всегда, ничего хорошего. У золота существует три варианта. Единственное, что хорошее, это во всех трех вариантах. Я предполагаю, что цена протестирует уровень 5228. Это уровень убытка маркетмейкера верхней границы диапазона. Вот у нас, собственно, диапазон маркетмейкера, и я подозреваю, что верхняя граница будет протестирована, и сейчас объясню почему. Первый вариант, друзья, допустим, у нас снижение образовалось на импульсе. Следовательно, происходит коррекция на зигзаге ABC волны W, далее волна X и импульс, потом плоскость, импульс волны А, плоскость волны B, и нам нужен импульс. Раз, два, три, четыре, пять волны C, большой волны Y, после чего снижение в импульсе. Раз у нас до коррекции был импульс, то после коррекции логично ожидать импульса. Но посмотрите, пожалуйста, не хватает еще роста в потенциальной волне C. Это вариант номер один, который подразумевает в понедельник, во вторник, может быть даже в среду именно рост. Далее два варианта, которые предполагают, что данное снижение произошло не на импульсе, а на зигзаге. Следовательно, вариант номер один – это образование начального диагонального треугольника. Тут запросто его можно накрутить. 1, 2, 3, 4. И заметьте, друзья, не хватает еще пятой волны. А в начальном диагональном треугольнике есть очень хорошее правило. Пятая волна всегда должна обновлять максимум волны номер 3. Следовательно, на обновлении данного максимума я подозреваю, что цена сможет протестировать уровень убытка маркетмейкера, про который я только что говорил, после чего мы увидим коррекцию и рост уже в космос. В космос. И вариант номер 3, что рост в космос уже начался, а именно раз, два, три, четыре, пять, пятиволновой импульс волны 1, далее коррекция волны 2, далее импульс, первая волна младшего порядка, плоскость волна 2 младшего порядка, и мы сейчас улетаем в космос уже к волне 3 младшего порядка, волны 3 старшего порядка. И опять же вы видите этот рост. То есть во всех трех вариантах у нас присутствует небольшой рост. И только в одном варианте от этого роста мы увидим дальнейшее снижение. Если поверить в то, что именно данная коррекция была импульсом. Если кто-то из вас наверняка знает, что это импульс, тогда, разумеется, вы наверняка знаете, что заканчивается коррекция и можно продавать. Вам повезло, вы шикарный человек, но, к сожалению, я этого не знаю, а только могу предполагать. Поэтому я вам показал три варианта, у которых с большой вероятностью, еще раз напомню, уровень убытка маркетмейкера верхней границы вот этого диапазона будет протестировано. А это 5230, прошу прощения, 5228
или 8, или 229. Ну, сегодня в прогнозах я, разумеется, об этом напишу, когда вечером буду публиковать недельные прогнозы. И бонусом фунт стерлингов против канадского доллара. Основная идея здесь – это огромный трехлетний рост, импульсный рост, начиная с осени 2022 года и заканчивая осенью 2025. 3 года данный рост происходил, а именно начался он с начального диагонального треугольника и закончился конечным диагональным треугольником. Собственно, вы прекрасно понимаете. Импульс, коррекция, импульс, коррекция, импульс. О, прошу прощения, не так. Импульс, коррекция, коррекция здесь и импульс. Да, единственное, что если вы мне зададите вопрос, а где вот здесь можно найти импульс, я вам скажу, да я понятия не имею на самом деле. Потому что вот этот участок в импульс я никак не могу уложить, что бы я с ним ни делал. Может быть, кто-то мне из вас поможет, я буду благодарен. Но я подозреваю, что здесь у нас третья волна, но как уложить ее в импульс, для меня это непостижимая какая-то задача, уж прошу меня простить, потому что вот этот отрезочек я даже не могу натянуть, как сову на глобус. Не натягивается он, но у меня никак не натягивается. Но в любом случае, друзья, у нас есть начальный диагональный треугольник и конечный диагональный треугольник, и между ними тут просто откровеннейшие коррекции. Поэтому у нас есть импульс, коррекция, коррекция и импульс. Ну, то, что между этими коррекциями назовем тоже импульсом, а следовательно прошел огромный трехлетний импульс, который закончился тем, что мы увидели очень красивый импульс нисходящий, после чего началась такая, я ее называю пила на рынке, началась пила, которая никак не подходит под импульс. Правда, вы можете сказать, подожди, а начальный диагональный треугольник? Друзья, я тут все уже посчитал. Первая волна меньше третьей волны. Поверьте, вы можете тоже у себя на графиках посмотреть. А у начального диагонального треугольника первая волна должна быть больше третьей, третья больше пятой. Да, третья больше пятой, но третья больше и первой. А в классическом диагональном треугольнике начальном такого быть не должно, поэтому здесь у нас коррекция, и мы уже находимся в комьюнити Forex Times одной сделкой в продаже. Но для чего я сегодня решил вам показать данный торговый инструмент? Потому что я считаю, что здесь можно войти еще раз. И в комьюнити мы будем это делать, потому что у нас здесь не что иное, как образование начального нисходящего диагонального треугольника, что является импульсом, после чего мы в данный момент наблюдаем очень хорошее коррекционное движение в бычьем направлении, после чего будем продавать. Опять же, для тех, кто сомневается, вы абсолютно правильно делаете. Вы можете сказать, погоди, Дэн, первая волна меньше третьей, а вот неправда, потому что я тоже посчитал. Берем расширение Фибоначчи, натягиваем его и прекрасно видим, что 100% расширения Фибоначчи цена не дошла. А мало того, что нужно дойти, нужно еще перебить. Цена не дошла, а значит первая волна больше, чем третья. И теперь сразу отвечаю на вопрос, почему начальный диагональный треугольник. А потому что я могу запросто здесь изобразить импульсные волны. Во-первых, один импульс и, во-первых, второй импульс. Друзья, если бы это был конечный, к примеру, диагональный треугольник, то в конечном диагональном треугольнике даже нисходящие волны должны быть зигзагами. Коррекция, зигзаг, вниз зигзаг, коррекция и вниз зигзаг. А у нас импульс в первой волне, импульс в третьей волне. Поэтому я подозреваю, что это начальный диагональный треугольник, после чего коррекция и продажи. И продажи, чтобы вы понимали, продажи. Натянем с вами сетку Фибоначчи, и потенциальные продажи у нас на 2000 пунктов. 2000 пунктов, чего и вам, собственно,
Желаю, друзья. Ну вот, надеюсь, сегодняшняя лекция вам понравилась, и фунт против канадца все-таки соизволит продемонстрировать снижение, как я и предполагаю. А, собственно, с вами был Дэн Стрелков. Проект Forex Times, и традиционно в конце лекции приглашаю в комьюнити. Приходите, приходите, приходите. Буду рад вас видеть. Вы никогда не пожалеете о том, что стали подписчиком комьюнити Forex Times, учитывая, что у нас есть тариф Lifetime, то есть пожизненная подписка, и вы очень приятно будете удивлены ее стоимости. А на сегодня всем классного вечера и всем пока-пока.